Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Скажите, вы уже посмотрели видео 10 фактов о русских? Сегодня в этом видео я все-таки расскажу, какие факты были правдой, а какие неправдой. Поехали? Вам ведь это интересно? Итак, первый факт. Я вам сказала, что русские люди любят халяву. Ну, конечно, это правда. У российских студентов даже есть такая традиция. Честно, даже я, когда была студенткой, делала это. В полночь перед экзаменом мы открываем окно, достаем зачетку. Это такой специальный документ, куда пишут, как хорошо мы сдаем экзамены, зачеты, как хорошо проходит сессия. Мы открыли окно, мы достаем этот документ, эту зачетку, открываем ее в окно и кричим: «Халява, приди!». Эта традиция, она уже существует давно. Зачем это делают российские студенты? Чтобы сдать экзамен было легче, чтобы не требовалось большого труда получить хорошую, положительную оценку. И, кстати, в русском языке много других слов, которые мы можем заменить словом халява. Бесплатно, просто так, за даром, свободно, за спасибо, за чужой счет или за так. Следующий факт. Я вам рассказывала, что русские люди не совсем ленивые, но при этом очень любят жаловаться на свою работу. И я думаю, что это правда. Почему думаю? Я уверена, что это правда. Покажите мне хоть одного русского, кто так не делал. И это не один момент, например, когда вы встали очень рано и не хотите идти на работу. Нет, нам все время что-то не нравится, нас все время что-то не устраивает. Мы уверены, что мы, как руководители, можем сделать намного лучше. Мы жалуемся на работу, мы жалуемся на начальников, мы жалуемся на рабочее время, мы жалуемся на рабочий офис и так далее. В общем, русские любят жаловаться. При этом по статистике 85% россиян любят свою работу, а каждый второй россиянин, это где-то 56%, не хочет менять свое рабочее место даже по финансовым причинам. Следующий факт. Я вам говорила, что русские лучшие повара в мире. Конечно, это не так. Я уверена, что в каждой стране, в каждой национальности есть талантливые люди. И это не только русские. Есть очень хорошие русские повара. Есть очень хорошие французские повара, английские, китайские, японские и так далее. Русские в этом не самые талантливые, не самые лучшие. Это все индивидуально, зависит от таланта каждого человека. И неважно, какой он национальности. И, кстати, не всем нравится русская кухня. Я это понимаю. Русские блюда достаточно тяжелые. Русские люди любят добавлять майонеза, любят есть много мясных продуктов. Но так сложилось исторически. Факт 4. Русские суеверны. И это правда. Что еще сказать? Да, мы суеверные, мы верим в разные приметы. И даже если мы говорим, что нет, я не суеверный, нет, хоть одну, да, все равно мы будем выполнять. Стучать по голове, как по дереву, вешать дома подкову на удачу, на счастье, ставить дома какое-то денежное дерево и туда класть монетки. Ну, хотим мы верить в какое-то чудо. И приметы нам в этом немного помогают. Кстати, а какие русские суеверия вы знаете? Следующий факт, что русские на генетическом уровне склонны к полноте, потому что любят сладкое. Но нет, русские не склонны к полноте, это неправда. И, кстати, традиционно русские не едят так много сладкого. Есть, конечно, есть люди, личности, которые любят сладкое, это я. Но не обязательно все русские. Но есть небольшая страсть у русских к десертам. Обратите внимание, что в русской кухне или вообще, когда вы просто приедете в Россию,
у нас много кондитерских магазинов, и если вы просто зайдете в кафе, вы увидите большое количество десертов. Иногда даже кажется, что когда ты просто смотришь на витрину кондитерского магазина, у тебя уже прибавляются лишние килограммы. Почему так? Следующее про русского медведя и как русские выбирали себе этот символ. Ну, конечно, это неправда. Интересно, что медведь как символ в России появился даже не в России. Этот символ появился в Англии в XIX веке, намного позже Петра I. Медведи никогда не были домашними животными ни у богатых, ни у бедных русских. Нет, это какой-то стереотип. Это какой-то уже надоевший нам, русским, стереотип. Почему в Англии появился такой символ России – медведь? Это были английские газеты, которые решили изобразить Россию в карикатуре. И они нарисовали медведя. Почему? Потому что тогда была очень известная школа, где дрессировали медведей для цирков. Эта школа находилась в городе Сморгонь. Это было государство Речь Посполитая, это на востоке Европы. Но почему-то англичане думали, что Речь Посполитая находится на востоке, и поэтому это ближе к России. И именно отсюда пошел стереотип «Россия равно медведь». Следующее. Русские любят критиковать свою страну, свою политическую систему, но никогда не разрешают это делать иностранцам. Да, это правда. И будьте аккуратны. Если у вас есть русские друзья и вечером, как обычно, русские начинают спорить о политике, я бы вам не рекомендовала вступать в спор и говорить, что вы думаете о политической системе в России. Может быть, русские вас неправильно поймут и очень сильно оскорбятся, обидятся. Лучше немножко выскажите свое мнение, сильно не критикуйте. Пусть критикуют русские сами, а вы посидите, послушайте. И да, мы любим критиковать, потому что мы уверены, что можно делать по-другому, а мы знаем лучше всех, как нужно это делать. Следующий факт – семья. В одном доме живут несколько поколений семьи, несколько поколений, и да, это правда, для русского человека очень важна семья. Семейные отношения у нас очень крепкие. И мы хорошо знаем своих близких родственников и даже знакомы со своими дальними родственниками по двоюродных, троюродных, четвероюродных и так далее. Семейные традиции, семейные ценности. Семья – это одна из самых важных частей русского характера. Любим мы нашу семью. Следующее, это был факт номер 9. Да, русские очень дружелюбные люди. И чем дальше вы будете от крупного города, тем больше шансов, что уже через неделю вы будете приглашены в семью, вы будете приглашены домой. Русские дружелюбные, гостеприимные, всегда готовы помочь, добрые люди. И неважно, это человек, которого мы хорошо знаем, и неважно, какая ситуация и какой это будет человек. Человек, которого мы хорошо знаем, или человек новый для нас. Но мы будем стараться ему помочь. Наверное, это уже генетика. И еще интересно, что если русский человек говорит, что вы его друг – это уже часть семьи. Это близкий человек к семье. То есть, например, на юге вам могут сказать друг-брат. Ты мой брат, ты мой друг. Или ты мой друг, ты мой брат. То есть дружба, она также важна, как и семья. Факт 10. Это правда. Да, русские люди очень эмоциональные. Мне иногда кажется, что у русских эмоциональность намного больше, чем у итальянцев или испанцев.
кричать, плакать, смеяться и так далее. Да, такое часто бывает даже в общественных местах. Просто поездите в метро не в час пик или не после работы, когда все очень уставшие. Просто на эмоции нет сил. Кстати, думаю, что именно из-за гиперэмоциональности русские очень любят смайлики. Если вы переписываетесь с русскими людьми, то вы хорошо знаете, как часто мы ставим скобки, как много мы ставим скобки, как мы любим ставить смайлики, неважно, хорошие, плохие. Просто русские очень любят смайлики, тем самым они показывают свою эмоцию, свою эмоциональность и в письменном виде. И чем больше скобок, чем больше смайликов, тем более эмоциональный человек, который пишет этот текст в этот момент. Так что да, русские очень эмоциональные люди. И это правда. Итак, теперь вы узнали, какие факты правда, какие факты неправда. Я вам рассказала свое мнение. Жду ваши комментарии под этим видео. А сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Жду вас в социальных сетях Instagram, Facebook и Telegram. И можете поддержать Russian Language Club на странице Patreon. Пока-пока. До скорой встречи.